Друзья, приветствую вас! Это вторая часть обзора. Забыл я про доллар, про евро и про рубль. Прошу меня извинить. Сейчас исправляюсь. Вторая часть. Все как есть доношу до вашего сведения. Но сначала хотел остановиться об очень интересной новости, которая пришла из Соединенных Штатов. В Федеральной резервной системе, точнее в взаимоотношениях между Федеральной резервной системой и правительством США, Конгрессом идут в общем-то, бадания, которые на протяжении многих лет не имели в себе равных. В чем же здесь загвоздка? Загвоздка заключается в том, что американское правительство недовольно действиями отдельных директоров, управляющих ФРС. Речь идет о двух персоналиях, это Рэндалл Куорс и Ричард Кларида. Что же здесь не так, что не устраивает Байдена и администрацию США в действии этих чиновников ФРС? Ну, смотрите, здесь ситуация очень простая. Эти чиновники начинают поднимать вопрос относительно сокращения выкупа активов Федеральной резервных Соединенных Штатов. Ну и это приведет к тому, что текущий фейерверк, который проистекает на рынок, он будет остановлен, и мы, возможно, начнем получать либо проседание постепенное, либо даже резкое падение. Обращаю ваше внимание, что текущая ситуация, рост рынков и так далее, она изначально была порождена двумя действиями ФРС. Первое – это нулевые и реальные отрицательные ставки. И второй момент – это скупка активов, ипотечных ценных бумаг и других ценных бумаг, которые проводит Федеральная резервная система. Это, можно сказать, две руки одного мероприятия, которое толкает рынки наверх. Но, как мы с вами знаем, проблема возникла исходя из того, что реальное положение дел, оно не соответствует той накачке, которая происходит. И на текущий момент получили сильнейшее развитие инфляции. При этом не происходит надлежащего восстановления экономики и снижения безработицы. Ну и вполне естественно, что Кларида и ряд других чиновников ФРС, они, соответственно, начинают озадачиваться этим вопросом и, скажем так, с минимальными потерями пытаться сбить инфляцию. Но по их мнению это будет сокращение покупки активов. На самом деле вариант достаточно спорный в части того, чтобы попытаться ситуацию постепенно привести в соответствие без резких движений. Возможно, это и правильный ход. Потому что если начинать что-то делать с ключевой ставкой, то, соответственно, это может привести к тому, что рынки они рухнут. Просто от одного намека, от одного заявления, которое будет касаться того, что ставку увеличат, либо возможно увеличат в ближайшее время. Вот. Но на самом деле скупка активов в данной ситуации, с моей точки зрения, это не очень, точнее торможение скупки активов, это не очень удачное действие, потому что по сути именно скупка активов, которую ведет ФРС, она является тем драйвером, который способствует именно позитивному росту, то есть не той инфляции издержек, которая развивается, а именно то, что поддерживает экономику и фондовые рынки. И поэтому ситуация получается достаточно сложная, неоднозначная. Для того, чтобы именно сбить инфляцию, необходимо повысить ставку, ну или по крайней мере дать намек на то, что ставка, возможно, в ближайшее время будет повышена. Это, соответственно, приведет к тому, что рынки могут просто сложиться от этого ужаса, которые они будут испытывать при малейшем заявлении о том, что ставку начинают увеличивать. И с другой стороны, как бы, ну да, то есть скупка активов не совсем удачный здесь ход, с моей точки зрения, потому что как раз именно скупка активов, облигаций, то, что производит ФРС, в наибольшей степени способствует тому, чтобы маховик экономики раскручивался. Но политика демократической партии и вновь избранного всенародное правительство Соединенных Штатов заключается в том, чтобы залить всех баблом. И именно залить всех баблом этой цели мешает даже намек на приостановку скупки активов, которые проводит ФРС. Ну, точнее, долговых ценных бумаг. Вот. И поэтому, разумеется, подобные намеки со стороны данных директоров ФРС, управляющих ФРС, они вызвали праведный гнев среди правительства, конгрессменов демократического толка. И они
стали даже кто-то напрямую говорить, что этим директорам не место в современной американской экономике и финансовой системе. Но давайте с вами рассмотрим то, что происходит через призму, как это повлияет на рынке. Среднесрочно, скорее всего, это повлияет позитивно, потому что, по сути, идет давление, либо попытка заменить тех людей, которые ратовали за начало мер, которые вполне могут привести к тому, что рынки, ну, по крайней мере, немножко хотя бы начали бы корректироваться, исходя из финансового аспекта, исходя из того, что происходит и что делает ФРС. Соответственно, эти люди либо затихнут и будут молчать в тряпочку, либо их все-таки заменят на более лояльных. И для остальных это будет уроком, что не следует раскрывать рот, когда и где ни попадя. Но есть здесь и очень сильный отрицательный аспект, который связан с тем, что получается идет воздействие на людей, которые пытаются предотвратить инфляционный, гиперинфляционный шок, который на подходе. То есть это приведет к тому, что в какой-то момент времени мы действительно можем получить сильнейший толчок инфляции. И тогда уже что будет с рынками, это величайшая загадка. Скорее всего, в ответ на сильнейший инфляционный толчок уже волей-неволей ФРС придется поднимать ставку. Возможно, даже без всяких прелюдий и заявлений, а просто взять и тупо поднять. Ну и в такой ситуации, как вы понимаете, рынки, они просто сложатся от такого воздействия. Поэтому все вот эти пертурбации, давление на Клариду и на Корлза, они, конечно, в среднесрочной перспективе и в краткосрочной, возможно, рынки еще надуют. Но в более долгосрочной перспективе то, что таким образом борется с инакомыслием и с людьми, которые, исходя из реального положения дел, пытаются что-то сделать, как-то решить проблему, оно, как показывает практика, имеет всегда крайне негативные последствия и приходит к надлому или какому-то кризису в системе. Так, друзья, ну давайте исправлюсь я по поводу доллара и валют. Смотрите, фишка, доллар-рубль. Здесь ставка на то, что доллар к рублю будет расти. Да, сегодня размещение ОФЗ, но тем не менее, те уровни, которые протестировал рубль на укрепление, они вполне могут послужить опорной точкой для того, чтобы какой-то отскок произошел. Да, пока не окончился налоговый период, скорее всего, никаких резких движений не будет. И перспектива встречи Байдена и Путина предвещает исключительно оптимистичные развитие событий на российском рынке и для рубля. Но мы с вами видим, что как только появилась ясность со встречи, начались всевозможные пертурбации, перехват самолета, вопрос еще на что, на какие инициативы пойдут определенные силы для того, чтобы либо накалить ситуацию под встречу, либо попытаться ее нейтрализовать, чтобы ее просто не было. Друзья, обращаю внимание, это вторая часть утреннего обзора. Здесь я рассмотрел оперативные новости по ФРС, а также то, что по доллару, рублю, евро. Была еще первая часть, в которой был обзор утренних новостей и анализ российских акций, по которым очень много и очень упорно задавали мне вопросы. Итак, друзья, то, что касается рубль-доллар, на сегодня юридические лица делают ставку на рост доллара против рубля, несмотря на размещение ОФЗ. Евро-доллар, здесь продолжение на рост евро к доллару. Евро-рубль, здесь ставка на рост евро против рубля. Видите, какой получается парадокс. С одной стороны риск он, юрики ставят на то, что евро будет расти к доллару. С другой стороны они ставят на то, что рубль будет ослабляться и к доллару, и к евро. Так, друзья, далее нефть, ставка на рост нефти. Но скорее, я думаю, все-таки на консолидацию. Серебро, ставка на рост серебра. Золото, здесь ставка на коррекционный откат. Обращаю внимание, по серебру и по золоту анализ технический в первой части обзора. Так, друзья, но переходя к техническому анализу, давайте возьмем евро-доллар, что у нас здесь намечается. По сути, видите, выходим на финишную прямую тестирования уровня 1,2350. Вот его в январе прям ровненько почикали. И сейчас речь идет о том, что будет движение наиболее вероятное к этому уровню.
Исходя из дневного таймфрейма, здесь все указывает на то, что эта цель будет отработана вверху. Есть только момент, который связан с тем, что в результате коррекционного отката будет пробит уровень 1,2148, и тогда вся эта конструкция начнет осыпаться на 1,2. Пока вероятность такого события, с моей точки зрения, не высока, и здесь идет упорное движение наверх, я думаю, все-таки вот эту цель 22.92 и 23.50 мы на этой неделе отработаем. Это наиболее вероятный сценарий. Что касается сегодняшнего дня, у нас консолидация в диапазоне 22.27, 22.62. И, соответственно, если возникает пробой уровня 22.12, то неизбежно будет движение, цель которого потестить 1,2148. Если такого пробоя не будет, мы здесь еще покрутимся и одним рывком сегодня возьмем эту цель. Так, друзья, рубль-доллар. Здесь идет усиленная попытка укрепления, прорвать оборону и сходить в направлении вот этой пимпочки, которая на 71.92. Это USD рубль tomorrow котировка. Так, далее часовой таймфрейм. Ну смотрите, здесь у нас борьба за 73.3. Наконец-то свершилась, вошли в этот диапазон. Но здесь обращаю внимание, на текущий момент, если не будет в ближайшие часы добития 73.25, то вот эта конструкция придет к тому, что эта пружина, она развернется и будет движение, цель которого 73.47, 73.5. Вот сюда потестить верхнюю крышечку этой консолидации. Если все-таки мы сейчас 73.25, 73.2 добиваем, то у нас отсюда развивается импульс движения, у которого цель будет 73.15 уже сегодня и возможно 72.5. Такой сценарий возможен, но я думаю, для того, чтобы это произошло, необходимо либо значительное сокращение геополитических рисков, либо значительный рост цен на нефть. Нефть пока заперта, судя по событиям, в небе Беларуси будет много всевозможных инцидентов возникать. И поэтому, с моей точки зрения, объективные предпосылки, несмотря на налоговый период, для дальнейшего укрепления рубля пока не наблюдается. Скорее, здесь больше вероятность для отскока. Так, друзья, далее евро-рубль. Но здесь ситуация, она в чем-то, мне кажется, проще, чем доллар-рубль. С одной стороны, вот этот расширенный боковик 90-34, 88,8. С другой стороны, на текущий момент идет попытка тестирования уровня 89.65. Ну и переходя к часовому таймфрейму, в самое ближайшее время, если не будет до обеда рывка вниз с тестированием и пробоем 89.7, то мы от этих значений отскочим, и цель движения будет 90,1, вот этот диапазон. Но если все-таки происходит пробитие здесь, то отсюда возникает сразу импульс движения. Первая цель 89.6 и потом 89.35. Потестить вот это двойное донышко. Ну, пока ситуация развивается достаточно хаотично, но с другой стороны, до конца мая, я думаю, все-таки будет боковик и возможные попытки потестить нижние значения. На сегодня я не ожидаю, что будет пробитие этого диапазона и укрепление рубля до этих значений. Посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Но и по доллару к рублю, и по евро мне в большей степени видится либо боковое движение, либо попытка отскока до ближайших уровней сопротивления, которые находятся сверху. Друзья, это все. Вторая часть по акциям, по золоту, по нефти в первой части. Удачных торгов, успеха, счастливо! Ну, если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. А вот, собственно говоря, и Telegram канал. Всего наилучшего.